Ох ты ж. Ох ты ж. Танюха, там медведь все разворотил. Вот это надо прибить будет доску. Ого. Просто жесть. И двери нет. Короче, хозяева мне говорили, что тут медведь поселился. И один из них приходил, хотел с ночевкой остаться и увидел вот эту картину. И медведь был здесь. Он его сигналом охотника отпугивал. И, естественно, ночевать не остался, ушел, потому что это было сильно опасно. И мы вот сейчас тоже не знаем, в общем-то, в принципе, что нас вообще ждет. Кстати говоря, говорю, и вот такое грибное просто дерево вообще. Просто обалдеть красота. В общем, вот так медведь все разнес. Вынес дверь. Просто дверь вынес. Не знаю, сможем ли мы ее повесить как-то на петли. Он тут лютовал просто конкретно. Я в этой избе не раз снимала. Вот Рождество 2 раза снимала. Вы видели, как было в ней идеально. И вот что сейчас творится. Просто жесть. Просто жесть. И даже стол на бекрень. И вот стол из избы он вынес. Ужас, что творится. Тут вот полки были. Это просто медведь как будто бесился реально. И вынес дверь. Ну, не знаю. Попробуем, конечно. Тут прям вон что. Ну, капец. Возможно, мы даже и дверь не сможем поставить на место. Ужас. Это реальный ужас. Ну что, Танюха, как тебе изба? Это ли ты хотела увидеть? Но то, что здесь сейчас, это много времени уйдет. Угу. Короче, когда мы сюда шли, мы уж не думали, что медведь настолько лютовал. Но мы думали, что придем, уберемся, поставим все на место. Но что настолько все прям разгромлено, вообще мы даже представить не могли. У нас, конечно, с собой сигнал охотника есть и петарды, но если, не дай бог, ночью медведь придет, это, я думаю, нам это не поможет. Тем более непонятно, сможем ли мы дверь установить. Хозяин, когда пришел, медведя здесь застал. Он говорит, он вот тут за избой поселился, медведь. И он его сигналом охотника отсюда согнал, испугал, прогнал. Естественно, с ночевкой он не остался. И непонятно, ходит ли сейчас медведь, продолжает ли ходить. Вот банка, разодранная медведем, вылизанная начисто. Вот они, его клыки. Жесть, как вот он не ранится, я не представляю. Вот, пожалуйста. Такие от клыков его, от зубов. Вот, все разорвано, и просто она в ноль разодрана. И вылизана, главное, полностью. Как он язык не ранит, я не знаю. Во что превратилась газовая печь? Насколько силен медведь? Просто он ее в смятку сделал. Понятно, почему он шерудил. Он искал именно консервы, вот эти вот все. Вот они все. Какие-то даже, кстати, вот это не до конца выедено. Просто вот. Все в клыках, все разодрано. Вот такая банка тоже. Ужас. Я в избах много бывала, но такое вижу, конечно, первый раз. Как будто бы кровь. Возможно, медведь поранился, когда дверью тут занимался. Как будто кровь капала. Да, возможно, он ранен был. Такую выдрать. Капец.
Сейчас будем потихоньку сжигать этот мусор, который можно сжечь. Чтобы не думать, куда его девать, сразу в костер. Да. Ой, это что, это книга, что ли, избовая? Да. Ее надо вообще, она тоже изодрана. Блин, это Печаль. жалкая история. Печаль. Ну тут уж, извините, придется все оторвать. Товарищи хозяева избы. Оно все равно все порвано. Ой, Мышь. утопилась. Тетрадь, как жалко же. А. Записи. Это ж... Это Это история. Я сейчас буду плакать. Там моих записей сколько. Еще. Ага, еще. Куда ты стекло вставляешь? Сюда. Целое стекло сюда. То, что на сжигание сюда. Ладно, положу ключ уже сюда тогда. Вот и маленькая. Какая классненькая малюська. Она маленькая. Вот, посмотри с моим пальцем. Ух ты что, меня хочешь укусить? Ты какая резвая-то, а? Шустрая какая. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Вот так вот мы с Танюхой более-менее порядок навели. Ну, нам еще в избе надо прибраться. И за избой немножко там осталось. В основном тут я вот сложила такие нужные вещи. Вот Танюха тут добавляла что-то. Ну, я думаю, что они нужные. Хозяева сами уже разберутся, что им тут нужно. Вот. И сюда тоже кое-что положила. Сковороду повесили. Тут игрушки елочные. Тут что-то составили. Вот. И вот здесь распределили сюда посуду всякую. Вот все, что возможно понадобится. Это сушилка для посуды тоже. Там мы распределили стекло, банки отдельно. Потому что сейчас мы все это не можем утилизировать. Просто физически не успеем ничего это сделать.
Здесь какие-то нужные тоже вещи. Книгу записей, блин, так жалко. Может, она, конечно, выживет, но такая. Ладно. В общем, трудимся, не покладая рук и ног. Да. Я даже что-то... У нас руки... У меня Таня-то... А, ты уже сняла перчатки? Она-то в перчатках работает. Не, в перчатках. Просто Да. мокрых вещей много, и перчатки сразу мокрые. А я не могу же в перчатках. Я все время руками. У меня такие руки грязные. Тут, благо, родник рядом. Мы потом сходим, помоемся. Такой у нас костер. Мусор весь сжигается, какой возможно сжигать. Вот еще стол здесь был мощный, такой массивный стол, вот на таких огромных ножках. И медведь его весь развратил. Че стол-то ему помешал, непонятно. Тут очень надо осторожно, потому что мы можем на себя все это выйти. Мы поднимем вообще. Потихоньку, давай. давай. Да, давай потихонечку. Водопад. Нет, сколько воды. Держит, да? Темпик. Все, мусор. Вот это все сюда бы натянули. Но это уже такое дело. Где у вас таблетка? Более-менее. А тут ты вот так не протянешь. Не тут протянешь, ой, да. Это надо. А вот тут еще один. Руки помыли заодно. Да, жестко. Вот так вот медведь уничтожает серьезные банки. Прям в лепешку. Я вообще не представляю, как он свои зубы не портит. Как он такие банки железные может грызть. Вот такие дыры просто. Они же острые. Мне кажется, можно и губы, и язык повредить, и зубы. Просто это в голове не укладывается реально. Понимаешь, какой он все-таки мощный этот зверь и опасный. Насколько, если он такие банки вот в такое превращает.
Ой, наконец-то присели. Вот это у нас тоже надо. Это, кстати, я принесу. Так, Пока здесь буду складывать. топор это куда? Мы здесь оставляем? Топоры там, да. Вот эту давай. Это. Лёг сюда, куда? Ага. Мешки к мешкам. Где-то там мешки к мешкам. Мешки под... несем. А тут твои декоративные свечи. А свечи поставь на окно вот красную. А Вот эту, бумагу, кстати, для рошика можно оставить. да, Она оставь её хорошая. здесь. Дай мне зеленую свечку. Не, вот эту, да. А красную сюда поставь. Это мы в костре сожжем. А, на еще топор положи там. Колунчик. Туда, Ой, ко тут всем, топоров тут надо. ко всем топорам. Прилично. Тряпочка какой-то снести. Ну-ка. Наоборот, давай. Так. О, Давай вот так. какие красивые покрывальца были. Да, я вот это одеяло вообще люблю. Ну вот такая у меня постелечка будет. Это медведь прям с саморезами. Саморезы вырвал столик. Капец, это ж не гвозди вырвать. Так, главное попасть в дырки, и было. Ага, вот оно, Христи. Попадает. Так. Да, Попала везде. А ты не посмотришь. Блин, она вздулась. Не знаю даже. Это бы шуруповертом. Но шуруповерт Что есть? тащить. Я взяла только отверточку вот эту. Ну-ка, сейчас еще тут. Так, ну вроде там попало все. Просто вставила. Мгм. И все. Главное ножку не вышибить. Мгм. Потому что если мы вышибем, у нас все со стола упадет. Блин, там пауки ползают. Пауки ползают. Видела? Так.
Выкати отсюда паук. Да? Опа, Прыгнул. это прыгучий который. Ну все, Я вот думаю, смотри, ставили, все так и будет. Смотри, тут он вырвал кусок. Может ее перевернуть и этой стороной попробовать. Давай попробуем. Только вот эту Только эту сначала- штуку убрать надо Да. будет, да. Давай перевернем. Вывертеть. Вывертеть. Ага, так. Тут видишь, ровная она. Ну да, ровненько, Поэтому да. может Ну, получится. возможно, это и получится. Наоборот. Ну-ка, давай представим вообще, в принципе. Слишком длинные саморезы, не знаю, сможем ли мы вкрутить, но будем надеяться, что сможем. Я вообще не знаю, тебе дверь, наверное, придется держать. Да, я буду держать, потому что так никак не получится. О, вот так вот дверь выломал медведь. Кусок от двери. Из-за этого ему приходится переворачивать, она не приделается. Так, буду ногой. Единственное, что крючок вот, крючок мы не закроемся тогда. Если мы вообще сейчас ее... Да, прикрутим. Тихо, вообще. Пауки, блин, тут ползают. Перевернуть уже надо. Блин, этот гвоздь тут. Убиться можно. Ага. Я уже несколько раз про него думала. Можно просто... А, вот- ну тут полка была. и поэтому было Было безопасно. нормально. А теперь его, наверное, загнуть, да. Потому что... Ну, и табличку будет держать. Ну что, давай попробуем. Приложим. Вообще никак. Нет. Нет? Нет. Нет? С той стороной. И знаешь что? Сейчас я возьму такой. Давай развернем дверь. Вообще эту дверь давно пора переделать, на самом деле. Ну просто это надо с бензой. Думаю, хозяева уже, наверное, переделают ее наконец. Пробуем, что-то нам помогло, это не помогло. С вашей манипуляцией. Так, тихо, не пихай сверху. Так, сверху отлично. О, и снизу, да. О, все. Отлично, да? Да, Всё. отлично, только проверить бы, закроется ли она. Она же сидит, ее чуть выше надо. Она не должна сидеть вот на этой, на пороге. Давай попробую. Да ну тут, Сложно будет держать. Да, сложно держать. Но надо. Ну вот я держу, давай как-то это. минус в том, что они длинные. Угу. До конца трудно думаю. закрутить, да? Да. Медвежья кровь тут. Ну, тут надо чуть-чуть это. Сюда? Нет, Наоборот, просто сюда. на меня. А, на тебя. Ага. Чуть-чуть, все вот так. Ага. Так, в середину наверное, сначала. Да, давай. Снизу сложнее будет. В общем, я думаю, мне так, в принципе, уже можно бросать. Да. Подожди, я уже все косточки отбила на руках, бля. Вы не представляете, как я спотела, и все кости на руках отбила. Я знаю, что так не делают, что нужно открутить сначала здесь, прикрутить к двери, потом сюда. Но у нас просто нет столько времени, чтобы 1000 раз тут откручивать, сюда. В общем, мы так решили.
Ну-ка, Ну все, давай прикрутили. попробуем. Подожди, вот эту вытащи надо. Хоть как-то. Верхний только прокручивается, не знаю. Он может мешать будет. Она криво будет, она и была кривая. Опа. Что, Куда мы мешает? упираемся? Ага, вот вот здесь. этот угол упирается вверху. Вот Ну, этот сейчас угол. это топориком под... Как-то его надо чуть-чуть. Обтесаем. Приходится все на весу у нас делать. Все, конечно, не по-нерусски. Не надо строго судить девчонок. С кучей топоров. О. О. Все. Она так по-другому больше и не закроется. Тут уже ничего не мешает, в принципе. Ну, хотя можно чуть-чуть еще отпилить. Так, эта дверь временный вариант на сегодняшнюю нашу с Таней ночь. Естественно, дверь тут надо переделывать. Она медведем вся раскрошена, разрушена. Она сгнила, там под дождем стояла. Мы это все делаем только чтобы нам одну ночь хоть как-то прикрыться. Естественно, не от медведя, а просто чтобы холодный воздух не пускать. Поэтому не надо нас строго судить. Времени у нас мало. Конечно, были бы инструменты, бензопила, я бы сделала нормальную дверь. А так нам только на ночь пойдет. Фу, печку-то еще открыть надо. В общем, Танюха пошла картошку чистить. Мы решили дела разделить. А я буду печку топить. Печку еще надо открыть, она заржавела. Такая печка ржавая. Капала на нее вода, и она не открывается. Просто вообще у нас нету ВДшки, чтобы побрызгать. И не знаю, вообще открою ли я ее. Сейчас постучу маленько. Ну, не знаю, надеюсь, откроется. В общем, печку смогла вот так только расшатать. Вот так медленно расшатывала. А она вообще капец. Откуда вода попала, непонятно, потому что на потолке все сухо, нормально. Возможно, медведь что-то либо пролил, либо Таня предположила, что он мог даже пописать. В общем, она вся как будто мокрая, вот именно здесь. Попала и на дверцу, и тут вода. Там, главное, нету дальше. И с потолка ничего не капало. Видно, что не капало. То есть это откуда-то просто вода. Смогла вот так немного приоткрыть. Сейчас туда дровишек загружу. Попробую затопить. И она потом нагреется и, возможно, откроется. Но пока хотя бы так. Чтобы долго не мучиться, горючее зажгу. О, пошло дело, пошло. Вроде разгорается. Ну, сейчас прогреется вот это вот все. И, возможно, откроется. Может, даже и нижняя. Видите, я подставила. Сейчас надо убрать, чтобы не загорелось. Приоткрыла. Даже поддувало не открывается.
Дела принимаете? Конечно. Чем больше, тем лучше. Побольше по этой темноте. Да, не особо. Да. И мокро все. Хоть так. Кстати, продолжаем мусор собирать. Я Медвежий. Я Он тоже. во все углы размет. Я вот так приперла дверь пока. Опа. Чтобы тепло сохранялось. Печечка работает, трещит, все нормально. Тепло. Даже, наверное, пока можно чуть-чуть открыто оставить. У меня тут скатерть еще с Рождества. Праздничная скатерть будет у нас. А Танюшка там как раз картошечку сварила, пока я тут печкой занималась, да, другими делами. Горячую еду заказывали? Заказывали, Все, наконец. горячая еда пришла. Кстати, дождь моросит. Мгм. И там у нас вещи Я слышу. разбросанные, надо их Ага, собрать. да. Вот. Занести все. А тут у нас горячий потом уже кушать. картофель. Ну это ли несчастье? Вот так вот. Видишь, подставочка. Раз. И луковичка. Круто. Да. Так что надо идти убирать. Дождик моросить начал. Так, газ. Раз тут медведь ходит, надо все убрать. Да. Лучше ничего не оставлять. Кстати, нам надо это. Веревку еще, чтобы дверь. Найдем веревку где-то здесь. Конечно, тут. Вот она. Готовая. Вот и все. Вот и все. Сейчас веревку отбью. Давай, Танюха, мыльце, Да. рыльце. На тебе мылку. А потом мы такой грязной работой тут занимались. Ой, хорошо с мылом руки помыть. После пыльной такой вот грязной работы. Сколько тут мы грязи-то переворотили. Мы же снимали-то мало, убирали стоит. Все делали эти дела очень долго, очень устали. Ой, хорошо как. Полотенце забыла. Ладно. Опа. О, это я хозяевам вот это вот дарила. Это я принесла с собой сейчас, а это вот местная ей подарок им когда-то принесла. Оставляю тут. Полбанка работает. Будет у нас теперь света много. Вот эту даже можно теперь поближе над столом повесить. Повесьте где-нибудь. Все равно нагрелась, а все, она до конца не открывается. Я боюсь подкидывать, что обожгусь. Ну и главная вкуснявка, про которую мы не забыли. Рыбка. Рыбка. Ну, Алина там что-то наливает сегодня. Воду. Вода. В общем, Или это дистиллированный спирт, или как это Ага, называется? да, да. Картошку будем так макать, да? с тобой? да, я буду макать. Я буду руками есть. Ты как хочешь. Да.
вилочкой. Но если у меня вилочкой не получится, то Все, я сейчас умру от наслаждения. тоже руками. Вилка неудобна. Ну мы правильно, мы шли, сколько путь у нас, да, был, с рюкзаками. Только пришли и сразу давай тут и убираться, и все делать, и все вот до самого вот до самого момента. Да. Работали. И то это мы так. Тут по-хорошему надо прям хорошо взяться. То есть дополнительная работа — это беготня с камерами. Вот это да. Это вот самая работа. Ну, там на улице дождик идет. А мы тут в уюте, в тепле, вкусно кушаем, наконец-то. Наконец-то. Главное, чтобы медведь к нам на рыбку не пришел. Вот рыбку потом жечь надо, все остатки. Оп! Мишаня! Все. Немного погорит костер. Ну, шаять, я думаю, будет долго, если сильный дождь не пойдет. Вот эти, потому что толстые дровины, они долго будут. Сейчас я маленько еще подтяну. Вот. Все. Да, день сегодня очень необычный. У меня такой первый раз, сколько я в эту избу ходила, ни разу не было такого, чтобы ее разорил медведь. И вот оно случилось. Чудеса, да и только. Мы столько сегодня отработали, потом вкусно поели, и теперь можем с чистой совестью отдыхать. Ножки вытягивать. Блаженство полное. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Свет мы попозже выключим. Вот так вот Алина спит. Вот. Вот они. О, красавчик. Только мне в ухо ночью не забегай, пожалуйста, ладно? Там звуки, как будто медведь. О, блин, это рябчики. Но они такие звуки не издают, а были прям хрюкающие, да, такие. Да. Как будто дышат тяжело.
Танюха еще спала. Я говорю, Таня, она как подскочит. Чё? Я говорю, это, по-моему, медведь. Жесть. Все, главное, тихо стало. Звуки даже не записали. Ну. Короче, звуки где-то вот отсюда доносились. Я вот даже взяла сигнал охотника. Какие-то такие хрюкающие звуки, как будто вот медведь дышит. Как будто что-то нюхает. Жесть. Может, Прям вот лось какой-то? с той стороны за избой. Да нет, это не лось. Нет. Нет. Кто это такой мог? Ну, Именно как крупный. вообще дышит как медведь. Да, да. Странно. А мне до сих пор Это у потряхивает. меня тоже. Такой подъемчик. Мгм. Доброе утро, земля Да, называется. доброе утро. Я так боюсь этих сигналов охотника больше, чем медведя, если честно. Огонек должен вылететь, если не бракованный. Бывает, бракованные попадаются. И сильно громко приготовься. На всякий пожарный. Взяли с собой яйца, думали пожарить с помидорчиками. Ну что-то, Пошло не так. да, что-то пошло не так, и мы решили их сварить. Вот такое у нас доброе утро сегодня было. Шок утро. Да, причем звук такой был, как будто реально медведь что-то там нюхает, похрюкивает. Прям очень четкий. Ой, я вот такая спросонья, кто, где камера этой вожу. Главное, вначале надо включить камеру. Как там съемки, конечно, это Кто там? Кто там, чё ты, Медведь, не медведь? камеру, Камеру включили и носимся. горячий прям. Поряд. Ага. Видно? Да, да, горяченький прям. С майонезиком сейчас. Да. С лучком. Вообще я не представляю, как здесь доска оказалась. Неужели медведь как-то ее сюда уволок? Чтоб не пропала досочка хорошая. Вчера все слили, а дождь лил всю ночь. Опять накопилось. Извиняюсь за подробности. Вот это вот туалет. Такой просто отгороженный. С таким вот унитазиком. И даже здесь медведь оставил свой след. Клык. Ну, здесь ему не сильно понравилось. В итоге унитаз остался целым. Все, мы собрались. Дальний путь дороженьку. Избу оставляем. После медведя, можно сказать, в идеальном порядке. Мы тут хорошо прибрались. Ну, дверь не идеальная, но хотя бы так. Дверь, кстати, оставляем открытой. Она в это время должна всегда в избах быть открыта, чтобы изба не набирала влажность и сырость и плесень. Всем, кому понравились наши фильмы, подписывайтесь на наши каналы, на канал Татьяны Гордеевой, на мой канал Белая Ворона. Ссылка на Таню будет в описании под этим фильмом. Ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи на моих платформах. Всем пока-пока. Изба остается такой. В принципе, довольно чисто. Столик на месте теперь. Даже свечки. Все вот так аккуратненько.
Тут сухих дровишек немного, для розжига бумаги остались, щепок там чуть-чуть. Ну вот. Такая, в принципе, чистота, уют. Ну и здесь еще раз покажу, как мы тут убрались. В принципе, все более аккуратно. Вспомните, когда мы пришли, что было до и что теперь осталось после. Ну, тут мы сложили. Хозяева уже сами разберутся, что им надо, что не надо, что куда деть. Она с ним прям улетела. Короче, тут огромный шмелина или оса, кто-то большой, ел паука. Не она к нему в паутину попалась, и он ее ел, а наоборот. И я хотела снять, и она прям с ним в лапах своих улетела. Вот такая огромная. Потому что паук-то большой, она с ним улетела. Представляете? Первый раз такое зрелище вижу. Танюха, где зажигалка? У меня. Да, я зажгу, я хочу зажечь хотя бы в кадре, я зажигаю. Меня снимает. Вот, оставишь потом на этот. То Алина все время зажигает. Таня тоже хочет. Хоть разок. Типа, давай подеремся. Давай. А то нам уже прогнозировали, что мы фингалы посадим. Ты мне опять кадр испортил. Уже сколько мне кадров? Убивай меня нежно. Ты мне сколько кадров попортила, блин. Загляните медленно, блин. Загляни в мою камеру, у меня там все, вход весь влазит. Да. А кто включает камеры? Так. Все. Теперь можем до утра жить спокойно. Надо было засечь, сколько яиц ловить. Ты какие любишь? Любые? Я вообще яйца не люблю.